Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. Сегодня понедельник, и у меня отчетное видео о моих готовых работах, о процессах, о планах. Покажу покупки. Ну и в конце будет самое-самое интересное. Если вы досмотрите это видео до конца, то узнаете, что у меня появилось новенького. Видео будет состоять из нескольких подключений в формате вязовлога. Я люблю смотреть такие видео, когда вяжу, или когда у меня чаепитие. Это отдых. Если вам нравится видео такого плана, поставьте, пожалуйста, большой пальчик вверх, и всем приятного просмотра. У меня купили эту очаровательную салфетку. Помните, мы с вами ее вместе вязали на канале. Ссылку на это видео я оставлю в описании под сегодняшним видео. Если вы пропустили этот мастер-класс, можете перейти по ссылке и легко найти это видео и связать вместе с нами такую очаровательную салфетку по описанию Патрисии Кристоферсон. Посмотрите, какая она красивая. Я вязала ее из ниток ирис. Нитки здесь у меня 4 цветов. Вот темно-коричневая, белая, нежно-розовая и вот светло-персиковый. Нарядная салфетка. Размер ее у меня получился 27 сантиметров. Все-таки со временем все равно салфеточки сжимаются. После блокировки они немножечко побольше, но так как она у меня полежала, немножечко вот все-таки она приходит в первоначальный свой размер. Так, ну это ее нисколько не умаляет ее красоты. Так что сейчас мне нужно ее упаковать и отправить покупателю. И хочу сразу показать, пока у меня эти салфетки под рукой, пока они у меня в наличии. Может быть, кому-то понравится, эти салфетки приглянутся, и вы также напишите мне и приобретете их у меня. Я буду очень рада. Вот такая салфетка двухцветная. Здесь кофе с молоком и светло-бежевый цвет. Размер этой салфеточки у меня 31 сантиметр. Мы с вами ее также вязали на канале. Очень красивая салфетка. Такая спокойная расцветка. Нарядная. Так, вот эту мы с вами салфеточку вязали. Ну, это такая осенняя больше. И здесь у меня она 4-цветная. Это оливковый цвет, горчичный. Вот этот нежно-нежно-персиковый и вот желтенький. Красивая салфетка. Мне очень нравится вот этот элемент, ряд, который посветлее у меня связан. Его и вязать интересно, необычно. Но также я оставлю ссылку в описании и на эту салфетку. Можете также связать ее вместе со мной. Ну а если кто не вяжет и понравилась эта салфетка, также можете написать мне, и я отправлю. Так, размер этой салфетки у меня 33 сантиметра. Так, ну и вот такая салфеточка. Сразу также заодно ее покажу. Она квадратная, не круглая. Вязала ее в совместном вязании. Помню, что салфетка называется Терра, а вот кто автор, уже я не припомню. Вязали мы ее, когда еще у нас в стране работал Инстаграм, и там вот в группе, на какой-то странице мы вязали эту салфетку. Очень интересная здесь пряжа. Вот это меланжевая, это Анна у меня. Вот здесь комбинация многих видов пряжи. Так, размер скажу я по стороне. Вот так. 29 сантиметров. Рельефная салфетка, объемная, много необычных столбиков, вот уголочки симпатичные. Красивая салфеточка. Также я ее продам с удовольствием, кому она понравится. Так как я буду эту салфетку отправлять в СДЭК, то я ее упакую окончательно уже в пункте приема посылок, так как они просят показать, предъявить, что отправляем, и они не разрешают, чтобы была закрытая посылка. Поэтому я просто сейчас все приготовлю. Возьму открыточку, салфетку, вот эту бумагу упаковочную
и атласную ленточку. Сейчас также приготовлю. Вот так я упаковала салфеточку, но завязывать я пока не буду. Возьму с собой ленточку, так как мне придется развернуть и показать, что там внутри. Я сейчас занимаюсь упаковкой наборов рам. У меня купили вот такой наборчик. Я уже показывала их в своих видео. Такой комплект состоит из 15 колец. Максимальный диаметр кольца. Давайте померяем вместе. Вот по внешнему краю 50, ну тут 49,5, а по внутреннему обычно я диаметр говорю по внутреннему краю кольца, так как мы натягиваем салфетку, и говорю под какой диаметр салфетки. Вот 47,5 сантиметров внутренний диаметр. Но это не значит, что на самую большую раму мы натянем салфетку 47 сантиметров. Нужно брать на 2, на 2,5, даже на 3 сантиметра меньше салфетку, чем диаметр рамы, так как при натяжении на раму размер еще увеличивается. Мы же натягиваем салфеточки туго, как барабаны, так как со временем они все равно провисают, и поэтому свободно салфетка не должна болтаться. Вот так я упаковываю эти рамы, перевязываю полиэтиленовыми полосками, не скотчем, чтобы рамы не пачкались, и веревки, чтобы не перетирали, я также не использую, ни джут, ничего, а вот именно пленкой заворачиваю вот такой полиэтилен, чтобы все было герметично, и далее в плотный картон, в несколько слоев. Для этого я использую БУ коробки, их раскладываю, выворачиваю наизнанку, так как почта требует, чтобы упаковка была однотонной, без всяких картинок, без рисунков. Вот сейчас оберну в картон скотчем и на почту пойду. Там они уже сами распечатывают наклейку, ну, адресат, все это они делают на почте. Вот. И давайте рассмотрим эти колечки поближе. Вот такие они аккуратненькие. Ну вот я просто взяла пару колечек. Чистенькие, без зазубринок. Но это фанеры высокого качества. Я уже давно занимаюсь этими кольцами. Делаю все время у одного мастера. Вот он мне выпиливает. Так, и внутренние, самые маленькие колечко. Давайте я скажу диаметр. 8 сантиметров. Ну, это совсем маленькое. Это, может быть, даже не для ловца снов использовать, а для чего-то для другого. Как я уже сказала, набор состоит из 15 колец. Все диаметры разные на увеличение. Вот. С разницей в 1,5 сантиметра. Эти рамы использую для изготовления ловцов снов, панно настенных. И в моей группе в Телеграме недавно подписчица Светлана прислала нам фотографию, чтобы мы полюбовались, какое панно у нее получилось. Ну, рама она, наверное, не у меня покупала, я уже даже не помню, кто покупал. Кто-то использует такие рамы, вот как в чистом виде под дерево, кто-то перематывает их, обматывает джутом или еще чем-то, кто-то обвязывает нитками шерстяными, но это уже на усмотрение мастера, для чего предназначается, какие задумки. Сейчас фотографию этого панно от Светланы я опубликую. Можете также полюбоваться, какая красота получилась. И Светлана там указала, что все салфетки связаны по моим мастер-классам. Так что можете также создать себе такое же красивое декоративное украшение для дома. И еще пока вспомнила, хочу попросить всех моих заказчиков, покупателей, когда я отправляю трек-номер почтовый, я сама не слежу за посылкой, когда она пришла на почту в нужный город, почтовое отделение. Получили вы, не получили. Вы сами отслеживаете на сайте почты. Это несложно. Так и называется. Отследить отправление.
Ну, за исключением, кто-то меня просит, потому что не у всех есть возможность отследить. Тогда я этот чек откладываю и сама уже смотрю, когда посылка пришла адресату, и пишу, что все, можно уже получать. Сейчас почта, как я знаю, по новым правилам не отправляет как извещение, что посылка на почте. Надо самим отслеживать. Или можно указывать номер телефона, и тогда будет смс-кой приходить уже сообщение, что ваша посылка вас ожидает на почте. Но для этого нужно быть зарегистрированным на сайте почты. Так что сами следим за посылочками своими. Ну вот у меня связалась еще одна салфетка. Я ее делала на заказ. Сейчас она у меня стоит на блокировке. Уже высохла. Сейчас я аккуратненько снимаю ее, отрезаю все хвостики нитей, и салфетка будет готова. Начать сегодня я хочу с покупок. Что же у меня новенького появилось? Итак, купила пряжу Ланоса Супер Мерино. Это носочная пряжа. Мне понравилось качество этой ниточки. Я уже брала, показала вам в предыдущем видео такую же пряжу, но в другой расцветке. И этот цвет 602, партия 6. Это классическая носочная пряжа в 100 граммах 400 метров. В составе 75% супервош мерино. То есть можно стирать ее, хотя нарисована ручная стирка. Но супервош это обычно говорит о том, что можно стирать и в стиральной машине. И 25% полиамида, чтобы носочки не так быстро стирались. Вот такие расцветочки. Далее 2 моточка вот такой расцветки. Это цвет 607. Да, этот 602. Также 2 моточка. Это я покупала пряжу на Валберес. И вот такие 2 моточка. Но они и продаются парами. C601. Мне вот эта расцветка, наверное, больше всего нравится. Приятные такие лесные оттенки. Темно-зеленый, болотный. Вот такой лягушачий зеленый. Вот этот петрольный оттенок здесь. Ну, красивые носочки получатся, я думаю. Вот, наверное, из этой пряжи я начну вот из этой, наверное, вязать. Сначала прям не терпится повязать. На ощупь очень приятная ниточка. Вот. Так что еще 6 моточков Супер Мерино от Ланоса у меня появилось. Но это не вся носочная пряжа новая. Также на Валберес я купила еще вот такой моточек носочной пряжи. Специально не распаковывала, чтобы показать, как продавец красиво. Вот, спасибо за покупку. И также приложил иголочку для сшивания мысочка. Сейчас открываю. Вот такой моток. Это пасмо надо перемотать. Он состоит из 2 частей. Нужно разделить и смотать на 2 клубочка. И 2 носка получатся одинаковые. И это пряжа Happy Fit от Газал. Также 75% супервош мерино вол и 25% полиамида. Но эта ниточка потолще, здесь в 100 граммах 330 метров. Но она и невооруженным взглядом видно, что потолще пряжа. Вязать эту нитку я буду спицами 2,5 миллиметра. Мне также понравилась расцветка. Я люблю вот такое сочетание, темно-зеленый цвет. Ну как к этой пряже давайте приложим. Ну, понятно, что отличается, но похоже ниточки. Так, и купила на пробу спицы 2,5 миллиметра от Knit Pro. Называется спицы Zing. У меня есть такие же спицы, но 2,25 миллиметра толщиной. Также Knit Pro. Эти красного цвета. А вот 2,25 они желто-оранжевого. Мне они очень нравятся. И что здесь главное, мне очень удобно вязать, когда спицы покороче. Не 20 сантиметров длиной, а 15. Вот поэтому я и взяла вот одну упаковку. Вот если мне понравится вязать на этих спицах, но я думаю, что не должно не понравиться, я возьму еще одну такую упаковочку, чтобы вязать сразу 2 носочка.
из 2 мотков одновременно. Вот. Так что, если вы ищете для себя какие-то спицы и пока не можете определиться, какие купить, вот такие спицы очень даже удобные в использовании. Вот именно 15 сантиметров, чтобы они были длиной. 20 это уже лишние, и на них как-то не так удобно вязать, как вот на 15-сантиметровых спицах. Ну а толщина — это опять смотрим, у кого какая плотность вязания, от толщины пряжи. Ну вот я взяла в этот раз 2,5 миллиметра. И чем удобно еще приобретать пряжу вот по 2 моточка, именно вот такого секционного крошения, то, что из 2 мотков у нас получается 3 пары носков. Можно связать одни большие мужские, женские. На женские уходит примерно 60 грамм, на мужские 80. Ну и сколько там остается, детские носочки. Можно связать 3 пары, и получится так называемый family look. То есть носочки для папы, мамы и ребенка. И вяжем сразу пару мужскую, пару женскую, пару детскую параллельно. Полосочки все будут совпадать. Но даже если придется там какой-то или узелок попадется, подгонять рисунок в носочках, то детские можно будет уже связать и из остаточков. Не обязательно, чтобы детские были прям один в один похожи друг на друга. Ну а мужские, женские, конечно же, желательно рисунок соблюдать, чтобы на левом и правом носочке полосочки совпадали. Поэтому я и покупаю в основном пряжу сейчас по 2 моточка. Ну так и выгоднее по цене, конечно же, мы все это понимаем. Один моток получается дороже, если покупать на Валберес. Так, и еще какую я пряжу купила. Это, я вам уже говорила, что жду эту пряжу. Вот она, Yarn Art Jeans. Это пряжа для игрушек. Здесь у нас в 50 граммах 160 метров. Это полухлопок, 55%. Тут хлопка и акрила. Но сейчас мне это заклеено. Да, 55 хлопок, 45 акрила. Угу. Вот буду вязать лягушечек из этой пряжи. Ну, елочки будем к Новому году. Такая пряжа быстро у меня расходуется, и машинки вяжу. Вот. На прошлой неделе я забежала в магазин Fix Price и купила еще один моточек картопу амигуруми. Также это для игрушек, 50 грамм, 165 метров. Но здесь такой же состав, как и в Yarn Art Jeans. Даже здесь 51 акрила, 49 хлопка. Ну, немножечко, плюс-минус там сколько-то процентов по составу отличается. И вот такая пряжа у них появилась. Может быть, она и раньше была, я внимания не обращала. Но вот сейчас я купила картопу, также органика. Это 100% хлопок. Цвет К493. Вот такой мятно-зеленый, изумрудный немножечко. Нежный оттенок, он не яркий. И вот такой телесный цвет К793. Моточки по 50 грамм, 125 метров в моточке. Так, я не вижу в состав. Тут написано, нет. Да, 100% хлопок. Но это игрушки прям для малышей будут. Или одежда для кукол, игрушек. Так что вот здесь без синтетики. Ну и как обычно, без открыток у меня не обошлось. Это у меня уже повтор. Я покупала такие открытки, я вам уже их показывала. Они у меня уже заканчиваются. И я решила, пока они есть в наличии, потому что они там не всегда бывают на Валберес, заказала вот такую серию открыток. 2 набора. Один набор это зимний, зайчики. И один набор это летний. Мне очень нравятся эти открытки, и когда я их добавляю, вот, наклеечки даже в подарок. Так, а здесь нет наклейки в первом наборе, да? А, нет, есть, вот, спасибо. Надо отзыв на Валберес написать. Спасибо продавцу за такие подарочки. Вот, видите, как вкладывают. Спасибо за заказ. И вот такая летняя серия. Это буду летом в посылочке
Так, вот такой я не помню. Может быть, уже что-то и отличается. Надо сравнить со своим предыдущим набором. Вот такую не помню открытку. Как вы знаете, сейчас у меня бум на зайчиков. И вот я покупаю такие открыточки с большим удовольствием. Так, все это, что касается открыток. И еще я купила вот такие глазки клеевые. Никогда их раньше не покупала. Это также на Wildberries. Глазки эти, по-моему, 8 миллиметров. Не знаю, где-то написано, не написано на них. И не знаю, насколько глазки будут держаться на игрушках. Может быть, если клеевые, то только это там на клавиатуру, на керамику. Видите, их можно наклеивать. Чашечку для украшения на рамке, на фоторамочке можно обклеивать. Но кто для чего придумывает использовать. Но я хочу как глазки для игрушек, для брелков. Вот сейчас я покажу, для чего же я их купила. А точнее, не для чего, а для кого. Итак, прошу любить и жаловать. Связался у меня вот такой маленький брелочек. Просто связала его, подсмотрела где-то в интернете. Вот такая капибара в чепчике лягушки. Но вот лягушке мне нужно сделать глазки, так как на безопасном креплении здесь не подойдет. Штырьки здесь не должны торчать. Бусинки пришивать мне как-то лень. Можно и бусинки пришить было. Зелененькая ниточка аккуратно. Но я решила попробовать вот такие глазки приклеить. Так что сейчас я их попробую здесь примостачить и покажу, получилось у меня или нет. Все, вот так легко и просто. Ну-ка, давайте попробуем их отодрать. Не, ну если сильно там, может быть, ковырять, то и получится. Но я не хочу. Вроде бы плотненько сидят и никуда они не должны деться. Вот так легко и просто все. Дело сделано. Так что вот такая потешная капибарка, брелочек у меня получился. Так, размер его. Ну, от ушек, наверное, буду мерить. Ушек на шапочке. 6,5-7 сантиметров. Маленький брелочек, такой он прикольный, смешнючий получился. Вязала просто от головы, лень было идти за каким-то мотком пряжи. Вот лежал у меня рядом такой шерстяной моточек, связала его на глазок. Ну, немножечко, конечно, распускала, чтобы придать форму. Здесь набирала цепочку из воздушных петель, вязала вначале овал с прибавлениями, потом несколько рядов без прибавлений. Вот здесь убавочки. Здесь прибавочки, чтобы спинка, животик. Вот я в следующий раз, наверное, сделаю его немножечко более таким пузатеньким. Ну и ручки, ножки также распускала, чтобы было все симметрично. Глазки у него закрыты, вышивка тоненькой ниточкой, и носик аккуратненький. Вот такой брелочек у меня получился смешной. Вот. Но это еще не все брелки, которые я связала. Если уж я чем-то начинаю заниматься, то это меня захватывает полностью. Уже не могу остановиться. И вот что у меня получилось на этот раз. Это также брелочки. Брелочки лягушата. Сколько я их связала? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 брелочков. И все они у меня разные. Ну, давайте будем рассматривать по порядку. Итак, вот такая лягушечка. Простая, шарик, но немножечко вытянутый. И глазки также вывязываются. Но здесь я пришивала бусинки. Вот. Животик вышила нежно-зеленой ниточкой, щечки, ротик. Вот такой брелочек на подвеске. Можно и на ключи, и на сумочку, на рюкзачок. Вот. Далее вот такая малюсенькая лягушечка. Вот посмотрите, если сравнивать с ладошкой, вот такой размер. Давайте померим линеечкой. Вот.
4 сантиметра. Такая малюхоненькая малышечка. Но на самом деле она у меня самая любимая из этой серии лягушек. Также глазки пришиты, животик вывязывала. Видите, они уже отличаются, эти лягушки. Так, это вторая. Но я не знаю, в какой последовательности их вязала. Уже и не помню. Вот такая лягушка-квакушка. Все здесь цельно вязаное. Ножки вывязываются, ручки вывязываются. Это все мои придумки. Вязала просто от головы. Как говорится, от балды. Вот такие глазки вывязала. Белочки тут у меня, бусинки также пришиты. Красные щечки. Это и розовые такие, персиковые. Это тоже красненькие. Животик, пупочек, крестик тут вышла. Такая потешная, но она уже побольше размером лягушечка. Ну, так же, как брелочек подходит. Вот от глазика и до ножки 9,5 сантиметра. Так, третья лягушечка. Дальше вот такая мини-жабка. Здесь животик у меня пришивной, кружочек отдельно вывязывала и потом пришивала. И вместо глазок пришила беленькие пуговички. А черные ниточки это как будто бы зрачки. Вот. Все они по-разному вяжутся. Если здесь вот так по кругу идет, здесь снизу кружок, ну или сверху набирала, я уже не помню, как тут их вязала. Так, четвертая. Дальше. Ну, это такая известная лягушечка. Ну, тоже что-то я поменяла. Тут ротик как-то по-другому немножко сделала. Надо немножко мне отпарить лапки. Вот такая лягушечка. С красным шарфиком ее сделала. И также пуговички. Но здесь вместо зрачков я пришила маленькие бисеринки. Вот также на подвесочке с карабинчиком. Вот, все они у меня одинаковым цветом. Я хочу их сразу повесить все рядышком, и чтобы покупатель уже подходил и выбирал, какая лягушечка больше нравится. Ну вот это прям такая жаба-жаба, такая пузатая, такой у нее рот, язычок, вот такая. Ручки у нее на животике, она держит свой животик, чтобы он у нее, наверное, не лопнул, объелась, может быть, мошек. И вот такие ножки, также цельно вязаные. Вот это, наверное, самая большая, самая крупная пузатая лягушка. Вот, размер ее, ну, 11,5 где-то примерно сантиметров. И вот такая необычная. Вот у меня получилось просто. Не думала, не гадала, а вот получилась вот такая лягушка в форме воздушного змея и как будто бы сердечко. Здесь глазки, пуговки, ротик вышел, щечки. Здесь я повесила такую пластмассовую бусинку зеленую. Кисточка на конце. Как воздушный змей. Может быть, лягушки тоже мечтают летать. Вот пусть мечта какой-то лягушечки исполнится. Так что вот такие лягушки. Не знаю, что на меня нашло, но вот захотелось мне повязать лягушек и именно брелочки. Но это, наверное, я готовлюсь к тому, чтобы вязать большую игрушку лягушку, уже не брелок. Вот, поэтому у меня уже такой задел есть на лягушек. Все, отправляем их в коробочек и покажу, что же я еще связала. А связалась у меня еще вот что. Вот такая партия новых курочек. Точнее, не новых. Курочки-то все те же, но они в моей коллекции новенькие. И я замечаю, что с каждым разом у меня они получаются как-то все более красочнее, интереснее, веселее. Вот, но это все одинаковые курочки, все связаны из одной пряжи, и комбинация светлой и темной пряжи все одинаково. Поэтому давайте рассмотрим любую. Возьмем вот. И что же тут новенького у меня? Из такой пряжи я уже вязала, из пестрой пряжи курочек. Все, у меня этот моточек закончился. Следующих уже буду вязать из другой пряжи. Может быть, вам, конечно, эти курочки уже надоели, но так как у меня идут заказы, вот мне приходится их вязать. И я этому очень рада.
их вязать интересно, так отдыхательно, залипательно. Я вначале вяжу тушки, потом навязываю крылышки, пришиваю, потом навязываю, как на конвейере, клювики, пришиваю, потом сразу всем привязываю гребешки, прячу хвостики, и потом всем сразу глазки пришиваю. Все, комплект готов. И вот я на этот раз решила также вышить на грудки вот такие рябушки, крапинки, той же пряжи, что и клювик. Пришиваю клювик, остается хвостик, сюда вывожу и сразу вышиваю вот такие же, как и под цвет клювик терракотового оттеночка, вот такие крапинки. Вот, но что я в этот раз сделала впервые, когда я пришиваю крылья, у меня также остается хвостик нити, и я решила этим хвостиком вышивать крапинки и вот по задней стороне курочки. Ну пусть будут тут беленькие крапушки, такие рябушки. Так что вот такие курочки-рябы у меня. Вот видите, они как-то тоже украшают эти белые, как твидовые они получаются, такие крапинки. Вот. Так даже еще наряднее будет. И ниточка закрепляется в тушке самой, и также там декоративный такой эффект получается. И они попестрее, пеструшечки наши. Так что вот еще у меня 6 курочек. Они хорошо продаются на полочке в магазине. Я не знаю, может быть, из этих каких-то отвезу также на полочку. Но свой отчет про магазин «Твоя полка» я сделаю чуть позже. Наверное, по прошествии месяца, как я выставляюсь на полочке. Пока месяц еще не прошел. Но продажи идут, и я довольна. Так что вот такие игрушки у меня навязались на прошлой неделе. Но больше всех, наверное, мне нравится вот эта капибара. Я хочу еще таких связать. Вот это одна пряжа на капибаре и на курочках. Это Alize Lana Gold, которая, по-моему, 240 метров или сколько-то метров в 100 граммах. Вот. Надо мне, может быть, в разных цветах еще сделать капибарки. Конечно же, они на самом деле коричневые, темно-коричневые, можно их порыжее. Но вот у меня он даже больше похож не на капибару, а... Ой, опять я забыла, как их называют, этих шведских-то персонажей. Так, сейчас буду вспоминать. Что-то никак не вспомню, как этот персонаж называется. Вылетел из головы, и все. Все время забываю, как... Ну ладно, чуть позже вспомню. Я думаю, когда не нужно будет, так всплывет оно где-то в памяти у меня. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как зовется этот герой. И видите, тоже его связала в шапочке лягушки. Можно и шапочку зайчика, но буду разные вариации вязать. И котика, разные клубнички. Вот, так что или на ярмарку эти брелочки повезу, или на полочку в магазине. Ну, может быть, кому-то из вас понравились эти игрушечки, и вы напишите мне, я отправлю вам с удовольствием. Вот. А вяжу сейчас, я начала новый процесс у меня. Это зайчик от Антуанетта. Ну, я связала совсем чуть-чуть, только голову и одно ушко. Вот у меня заказы сейчас идут на этих зайчиков, поэтому я не хочу также затягивать. Вот надо сейчас мне приступать к моим, вот этим, как к моим от Антуанетта эти зайчики, к моим любимым зайчикам, вот так скажем правильно. Ну а сейчас перейдем к самому интересному. Я ходила на почту, отправляла рамы для ловцов снов и получила посылку. Я ее еще не распаковывала. Я получила не одну посылку, а 2 посылки. И я, конечно, нахожусь в шоке до сих пор. Пришла домой, положила, руки трясутся от неожиданности. Мне, конечно же, написали, что там 2 посылки. Но я не думала, что они такого размера. Но давайте перейдем сейчас к большому столу. Здесь, я боюсь, даже эти коробки не поместятся. Я еще их не распаковывала. Хочу сделать это вместе с вами. И посмотрим, что же там такого
интересного прислала мне моя подписчица. Я хотела вам показать распаковку посылки, которую мне прислала моя подписчица Елена. Но когда записывала видео, распаковывала, достала письмо, там было вложено, и там была просьба не показывать, не упоминать про посылку. Я, конечно же, не буду сейчас показывать то, что мне прислала Елена. Но я считаю, такая посылка не должна остаться незамеченной. Мне очень хочется поделиться с вами своей радостью. Сейчас я написала Елене, спросила разрешения, чтобы показать то, что она мне прислала, поделиться своими эмоциями. Вот жду от нее ответа. Надеюсь, Елена все-таки разрешит мне это сделать. Видео-то я распаковки записала, но в это видео я не буду его включать. Может быть, покажу вам в следующий раз, если Елена мне позволит это сделать. Ну а в этом видео напоследок я хочу вам показать салфетку, которую я только что сняла с блокировки. Вот такая новая красавица у меня получилась. Посмотрите, какая она нарядная, интересная. Сразу скажу, вязала я ее долго, но в перерывах между другими процессами, хотя вязала ее на заказ. Ну, я как-то в последнее время чередую разные изделия, носки, игрушки, салфетки, воротнички, все вперемешку, чтобы что-то не приедалось. И почему-то вот эта у меня салфеточка затянулась. Вот. Но вязать нужно ее при ярком освещении, все-таки мелкие петли. Уже, наверное, возраст сказывается, уже не такое острое зрение, и вечером ее вязать тяжело. Вязала ее в основном днем. Давайте скажу про размер, какой у меня получился. Итак, салфеточка эта у меня вышла 39 сантиметров. Да, 39,5 где-то. Но она немножечко потом уменьшается в размерах. Сейчас-то я сняла ее с блокировки, это максимальный ее размер, потому что на блокировке я растягиваю как можно, ну, вот, сильнее. Вот. А потом она со временем, когда полежит, все равно немножечко сжимается, но не значительно, не критично. Я вязала недавно такую салфетку, ее показывала вам. Сейчас прикреплю на экране фото предыдущей салфетки. Они мало чем отличаются. Единственное, что, может быть, как-то, ну, те же оттенки все я взяла. Единственное, что расположение цветов по-разному. Там было, я помню, вот крем-брюле цветочек, тут молочный. Ну, вот что-то изменилось. Вот, чтобы уж не были совсем они как сестры, близнецы или двойняшки. Так что вот такая салфеточка у меня получилась. Сейчас также нужно мне ее сфотографировать, отправить заказчику. Вот. Что скажет, буду отправлять, упаковывать. И еще пока не забыла, эту салфетку мы с вами вязали на моем YouTube канале. Я сама вяжу по своим же видео. Это видео состоит из 4 частей. Ссылку на это видео я оставлю в описании под этим видео. Все-таки у меня на канале появляются и новые подписчики. Может быть, кто-то пропустил эту салфетку. И вот я также хочу напомнить, что вы можете связать эту салфеточку вместе с нами. Она в любом цветовом сочетании получается очень красивой, нарядной. Вот. И в красных оттенках я вязала, и в черных, и в серых, разные. Уже не помню, сколько раз вязала такую салфетку. Напишите, пожалуйста, в комментариях, вы вязали такую, ну, или подобную салфеточку вместе со мной или нет. Может быть, собираетесь только связать. Ну вот, на этом я буду с вами прощаться. Надеюсь, это видео было для вас интересным, чем-то, может быть, даже полезным. Вы подчерпнули для себя немножечко вдохновения. Поставьте, пожалуйста, большой пальчик вверх, мне будет очень приятно. Это помогает продвижению канала. Спасибо, что смотрите мои видео и вяжете вместе со мной. Всего вам самого доброго. Вяжите с удовольствием, 7 ровных петелек, и до новых встреч. Смотрю на этих курочек, у меня стихи в голове
А в Рязани грибы с глазами. Их едять, а не глядять. Вот так и эти глядять на меня и глядять. Ой, куда их что-то.